Автомобильная промышленность Японии представляет собой одну из самых мощнейших мировых отраслей производства. Такому успеху предшествовали годы планомерного и продуманного развития. Компанию Toyota можно назвать чудом 20 века, или, вернее сказать, совершенным творением человеческой мысли, созидающей и упорной. Никогда ранее человек не подходил к механизму с таким усилием воли, никогда не стремился с таким упорством сделать свой труд максимально плодотворным и одновременно минимально затратным. Но с чего все началось? В этом видео мы попробуем разобраться. Как появилась крупнейшая японская автомобилестроительная компания от ткацких станков до полноценных автомобилей? Почему компания поменяла название своего бренда? Первые автомобили Toyota, копирование американских машин. Целый город, названный в честь компании Toyota. Как появился знаменитый Land Cruiser, скандал с маркой Jeep. Первый спортивный автомобиль производства Toyota. Когда появилась настоящая надежность, жесткие испытания автомобилей. Как Corolla стала самым продаваемым в мире автомобилем марки Toyota, а также самая редкая и дорогая модель компании, которая продается только в специальных магазинах автоконцерна. Первый спорткар мирового уровня, совместная разработка Toyota и Yamaha. Рождение легенд Toyota Mark II и Toyota AE86 Hachiroku. Самый странный автомобиль от японской марки. Как компания пыталась сделать японский Hammer. И почему Toyota решила покорить новую для себя отрасль – робототехнику. Вы на канале The Auto Top, и это уникальная история марки Toyota. Поехали! История Toyota началась с мечты Сакити Тойода. Родившийся в 1867 году в семье плотника, Сакити всегда мечтал стать изобретателем. Он был старшим ребенком в семье и по японской традиции должен был унаследовать профессию отца. К счастью, уже тогда традиции начали несколько слабеть, а потому молодой Сакити мог надеяться на осуществление своей мечты. Областью деятельности Тойоды стали ткацкие станки. Уже с 1890 года он погрузится в эту отрасль и отдаст ей все последующие годы. Профильного образования у Сакити не было. Обучался он на практике. В 1894 году на свет появился Киитиро Тойода. Спустя 20 лет он поможет своему отцу разработать автоматический ткацкий станок, который послужит основой для новой компании семьи Toyota Toyota Automatic Loom Works. Это будет начало. В 1930 году Сакити Тойода умирает. Руководство компании переходит к Киитиро. Легенда гласит, что последней мечтой Сакити было заняться автомобильной промышленностью. В некоторых источниках даже утверждается, что он отдал последнее распоряжение сыну основать свою автомобильную компанию. Сложно сказать, было так на самом деле или нет, да это уже и не важно. Факт в том, что патент на автоматизированный ткацкий станок, изобретенный отцом и сыном Тойода, был продан английской компании Platt Brothers Co. Сумма сделки составила 100 тысяч фунтов стерлингов. Эти деньги были вложены Киитиро в новое подразделение компании, целью которого было создание своего собственного автомобиля. Первый автомобиль был построен в 1935 году и был назван модель A1, и первый грузовик модель G1. Модель A1 был запущен в серию в 1936 году. Тогда же были начаты первые экспортные поставки. 4 грузовика G1 отправились в Северный Китай. Через год, в 1937 году, автомобильный департамент превратился в отдельную компанию, получившую название Toyota Motor Co. Toyota не будет заниматься производством собственного автомобиля с нуля. История компании начинается с копирования удачных образцов американских автомобилей. И в этом нет ничего удивительного, так как копирование является неотъемлемой чертой японской культуры. Надо отметить, что копировать было очень непросто. Долгое время у инженеров Toyota Automatic Loom Works не получалось сделать ту или иную работу. Но в итоге в 1936 году на свет появился автомобиль Toyota AA, который являлся практически точной копией американского Chrysler Airflow. Цельнометаллический кузов, лобовое стекло без перегородки, диски колес без спиц – все было сделано на современном уровне. Двигатель и ходовая часть были творчески переосмысленными агрегатами от автомобилей Chevrolet и Ford. Шестицилиндровый двигатель объемом 3,4 литра развивал 62 лошадиные силы. Коробка была трехступенчатая механическая, тормоза барабанные на всех колесах. В целом автомобиль получился довольно ладный, добротный и комфортный. Но ввиду того, что это был достаточно дорогой автомобиль, за период производства удалось выпустить только 1404 экземпляра. В этом же году на свет появился первый логотип компании. Эмблема представляет собой красную надпись Toyota, заключенную в прямоугольник со скругленными углами. Уже на этом этапе в компании придерживались некоторых инновационных принципов в производстве.
Так, еще ткацкая компания семьи Тойота работала по принципу, что в случае каких-то проблем у одного работника останавливалось все производство. Это приводило к тому, что в готовой продукции минимизировалась вероятность возникновения брака. Подобная практика с успехом была применена и в разработке автомобилей. В 1937 году Киитиро Тойода решает выделить автомобильное подразделение в отдельную компанию, которая получит имя Toyota Motor Company. Сразу же видно, что в этом названии в слове «Toyota» буква «D» была заменена на «T». Почему? Опять же, есть легенда, которая рассказывает об этом. При написании слова «Toyota» иероглиф «D» не так-то просто выводить. Нужно было сделать 9 взмахов кисточкой, а это число в Японии считается несчастливым. Киитиро оказался суеверным человеком и решил, что лучше будет, если у названия не будет никаких моментов, способных негативно повлиять на продажи, и решил заменить иероглиф D на T, который требовал всего 8 взмахов. А это уже счастливое число для Японии. Таким образом, появилась на свет компания Toyota, занимавшаяся выпуском автомобилей. О том, что значит логотип Toyota, догадываются немногие. Эмблема проста в изображении, но достаточно сложна в трактовке. Два пересекающихся внутренних овала олицетворяют связь, возникающую между сердцами клиентов и сердцем компании. Они также символизируют доброжелательные и прочные доверительные отношения. Кроме того, овалы складываются в скругленную букву «Т», первую букву фамилии основателя. Существует еще одно значение – вертикальный овал – игла, полуовал – нить, продетая в ее ушко, отсылка к изначальному виду деятельности компании. Третий овал логотипа Toyota представляет собой Землю, ведь бренд популярен во всем мире. В 1937 году компании крупно повезло. Последовал правительственный заказ на 3000 грузовиков. Это позволило компании обзавестись наличностью для последующих исследований. В Toyota не собирались вечно заниматься копированием западных автомобилей. В 1938 году в городе Каромо появляется первый завод компании Toyota, который был целиком и полностью ориентирован на производство автомобилей. Надо сказать, что построен он был все на те же деньги правительства, которые были получены компанией благодаря большому заказу грузовиков. Сегодня город Каромо уже переименован в Toyota, в честь компании. Экономика города определяется исключительно автомобилестроением, подобно Вольфсбургу в Германии, Детройту в США и Тольятти в России. Здесь располагаются центральный офис и 7 из 12 заводов Toyota Motor Corporation. Тем временем дальнейшая стратегия компании заключалась в выкупе и основании компаний, которые занимались выпуском деталей для автомобилей на всем цикле производства. Это было сделано в первую очередь для того, чтобы обезопасить себя в случае проблем поставок. К тому времени в Toyota начинает развиваться система поставок точно в срок. Данная система поставок позволяла доставлять детали на склад точно под производство автомобиля, благодаря чему не образовывались огромные залежи деталей. После Второй мировой войны в 1947 году началось производство еще одной модели Toyota модель SA. SA был первым настоящим послевоенным дизайном Toyota. Он отличался от всех предыдущих автомобилей Toyota четырехцилиндровым двигателем, ранее использовался шестицилиндровый, четырехколесной независимой подвеской, ранее использовались жесткие оси с листовыми рессорами и меньшим аэродинамическим кузовом понтон. В 1950 году в условиях жесточайшего финансового кризиса компания пережила первую и единственную забастовку своих рабочих. После окончания войны Япония находится в тяжелейшем состоянии. Промышленность разрушена, дороги отсутствуют, а население может позволить себе разве что только велосипед. Кроме того, Toyota стоит на грани банкротства. В 1950-м ей удалось выпустить всего 300 машин. Для выхода из кризиса компания берет кредит на жестких банковских условиях. Согласно им проводится масштабное сокращение, которые вызывают большое недовольство профсоюзов. Ситуация тяжелейшая, но война в Корее дарит неожиданный шанс. Армия США заключает крупный контракт на закупку 4679 грузовиков и последующее их обслуживание. Toyota спасена. Качество автомобилей стало заметно расти только в начале 1950-х годов, когда компания начинает разрабатывать свои собственные автомобили. Итак, 50-е и 60-е годы становятся тем временем, когда на заводах Toyota проходит серьезная модернизация. В это время в компании внедряются принципы кайдзен. Само слово является составным и включает в себя два других – кай – перемена и дзен – мудрость. В целом, в основе кайдзен лежит принцип постоянного совершенствования. К началу 60-х годов данная концепция уже была внедрена на заводах Toyota. В 1951 году Toyota внедряет еще одну управленческую инновацию – вводит систему предложения идей.
Суть заключалась в том, что любой сотрудник мог предложить свою идею по усовершенствованию любого процесса, происходящего в компании. Если идея была внедрена, то сотрудник получал денежную премию. Все эти новации кажутся сегодня нам нормой жизни, но это только середина 20 века. Тогда все, что предпринимала Toyota, было новацией. Все это потом было скопировано западными компаниями. 1953 год. Дела на внутреннем рынке стали налаживаться, но японский автопром все еще не воспринимали всерьез. Репутация также была не на высоте. Японцев воспринимали как плагиаторов, неспособных создать собственный автомобиль. Как мы уже говорили, при разработке Toyota AA инженеры не стеснялись копировать своих американских коллег вплоть до взаимозаменяемости некоторых деталей. Тем не менее, производители понимали, что внутренний рынок растет не так быстро, и необходимо налаживать экспорт автомобилей в западные страны, особенно в США. В Японии только начинался процесс массовой автомобилизации, и появление Toyota Crown стало большим шагом вперед для местного автопрома. Эта модель была разработана компанией Toyota своими силами без привязки к какому-либо иностранному продукту, в то время как другие японские автопроизводители до сих пор выпускали копии европейских малолитражек. Вряд ли руководство компании Toyota, дав в середине 1950-х годов добро на производство модели среднеразмерного седана Crown, предназначенного для таксопарков Японии, могло подумать, что этот автомобиль станет одним из бестселлеров и старожилов бренда. В начале 1954 года компания получила госзаказ на разработку и производство автомобиля. Дебютировавший в 1955 году новый коронованный седан Crown достаточно быстро обрел популярность. Помимо использования в качестве такси, автомобиль пополнил парки различных госструктур, стал рабочей машиной для представителей ссреднего бизнеса и даже применялся в некоторых префектурах Японии как полицейское авто. Оснащалась модель двумя бензиновыми двигателями объемом 1,5 и 1,9 литра. Они агрегатировались с трехступенчатой механикой. Первый блин, правда, получился комом. Продажи были крайне низкими, да и машины плохо соответствовали американским условиям. Попытка экспорта автомобилей Toyota на американский рынок окончилась неудачей, но впоследствии, сделав выводы и быстро справившись с новыми задачами, Toyota это исправила. Уже скоро компания запускает 6-летнюю программу реформ, результатом которой стала модернизация новых моделей автомобилей. В 1952 году умер создатель компании Киитиро Тойода. К этому времени Toyota вступила в период начала расцвета. В 50-х годах проводились разработки собственных конструкций, обширные исследования, расширялся модельный ряд. Японские автопроизводители получили заказ на создание опытных образцов компактных полноприводных грузовиков и других автомобилей. В то время большой популярностью пользовались американские армейские автомобили повышенной проходимости Willys Jeep. Поэтому свой новый прототип компания Toyota решила назвать Jeep BJ. Первый образец, пригодный для испытаний, был построен уже в 1951 году. Использование деталей от крупных грузовиков в конструкции модели BJ придавало машине очень высокую степень надежности, что позволяло ей быть многофункциональной и успешной на рынке небольших полноприводных автомобилей. Шасси автомобиля Toyota Jeep BJ были позаимствованы у однотонного грузовика модели SB, образца 1947 года. Поэтому колесная база новой модели составила 2400 мм, что примерно на 200 мм превысило колесную базу классического автомобиля Jeep. Под капотом внедорожника оказался 6-цилиндровый двигатель Б-серии от того же грузовика. Интересно, что разработанный в 1938 году двигатель для грузовика SB, используемого в императорской армии, был создан на основе лицензированного мотора Chevrolet Stovey Bolt 6. Мощности двигателя в 82 лошадиных силы вполне хватало для того времени без понижающей передачи. Для простоты изготовления кузов был таким же квадратным, как и Willys, но при этом обладал увеличенным в сравнении с американцем кузовом, установленным на удлиненную базу, а также увеличенным капотом из-за необходимости установки большого 6-цилиндрового двигателя. В 1954 году в компанию поступила претензия по поводу нарушения авторских прав от компании Willys Company, которой принадлежит изобретение первоначальной модели Jeep. Именно буква J стала причиной разборок. Японцы воспринимали термин «джип» именем существительным, обозначающим тип транспортного средства, а не наименованием модели или бренда. Тогда технологический директор Ханжи Омихара, чтобы избежать претензий со стороны владельцев Jeep, присвоил автомобилю название Land Cruiser – сухопутный крейсер. Омихара не знал, что в тот момент он придумал имя целому миру внедорожников, а не просто одной модели. Тогда он посчитал, что такое название будет хорошо противостоять Land Rover, чьи позиции на рынке третьих стран Toyota планировала потеснить. В ноябре 1955 года внедорожник претерпел небольшую модернизацию. Его внешний вид был слегка осовременен, а в линейке появилась длиннобазная версия.
Более того, в пару к 3,4-литровому мотору Type B можно было установить более мощный 3,9-литровый Type F. Этот двигатель получился настолько удачным, что выпускался более 40 лет. Между тем, Toyota Land Cruiser второго поколения стал первым автомобилем компании, выпущенной за пределами Японии. Кроме того, Land Cruiser 20 серии в больших объемах поставляется в США, Австралию и другие зарубежные рынки. Только представьте, из всех машин, экспортированных из Японии в 1957 году, 38% это Land Cruiser'ы. Toyota Land Cruiser третьего поколения увидел свет в августе 1960 года. За свою высокую проходимость и надежность Land Cruiser J40 обрел широкую известность и легендарный статус. Рецепт успеха был довольно прост. Сохранив простую конструкцию, покупатели могли выбрать из множества модификаций, 4 вариантов колесной базы и 3 вариантов двигателя. В результате такого подхода популярность внедорожника значительно выросла. За 5 лет производства Toyota выпустила 50 тысяч автомобилей. Через 3 года 100 тысяч, а в 1980-м с конвейера сошел миллионный Land Cruiser J40. Но даже несмотря на то, что в 1986 году производство 40-й серии в Японии было прекращено, в Бразилии она выпускалась до 2001 года. Более 40 лет. Уже через 10 лет после окончания войны экономика Японии оправилась от шока и показала первые признаки роста. Безусловно, японцы не могли себе позволить роскошный и дорогой автомобиль по типу американского, но вот потребность в простой, а главное доступной автомашине явно нарастала. Маркетологи Toyota правильно оценили рыночную ситуацию, и в 1954 году компания начала разработку Toyota Publica. Тем временем, в мае 1955 года японское министерство торговли и промышленности озвучило концепцию под названием «Народный автомобиль». Согласно этой концепции, ведущие автопроизводители должны были создать автомобиль с определенными характеристиками: максимальная скорость не менее 100 км в час, вес не более 400 кг, расход топлива не более 4 литров на 100 км и гарантированный пробег без капитального ремонта 100 тысяч км. По первоначальному плану предполагалось, что Publica получит аналогичную Citroën 2 CV компоновку, то есть передний привод и переднее расположение двигателя. В сентябре 1956 года был построен первый переднеприводный прототип. В течение всего следующего года он проходил испытания, но инженерам Toyota в заданные сроки не удалось довести надежность автомобиля до необходимого уровня. Как следствие, в начале 1959 года конструкторы вернулись к традиционной схеме с передним расположением мотора и задним приводом. Еще одна проблема, с которой столкнулись тойотовцы – ограничение объема двигателя. Согласно концепции, государство обеспечивало налоговые льготы для автомобилей с объемом мотора менее 500 кубических сантиметров. Но с таким маломощным мотором рассчитывать на удовлетворительную динамику не приходилось. Так, по личному решению президента Эйдзи Тойода, Toyota Publica получила оппозитный двухцилиндровый двигатель воздушного охлаждения Toyota U объемом 700 кубических сантиметров. Впоследствии налоговые льготы так и не были введены, так что решение оказалось верным. Toyota Publica имела несущий кузов, независимую переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах и зависимую рессорную заднюю. Из интересных особенностей в качестве упругого элемента в передней подвеске использовались не пружины, а торсионы. Эта компактная подвеска сохранилась еще с переднеприводных прототипов. В июне 1961 года Toyota Publica поступила в продажу. Стоимость автомобиля составляла 396 тысяч йен, что было дороже, чем Subaru 360. Тем не менее, цена была весьма привлекательна, учитывая технические характеристики Toyota. Но несмотря на это, продажи не впечатляли. Согласно опросам, покупателей не устраивала бедная комплектация автомобиля. Их можно было понять. У машины отсутствовал отопитель, радиоприемник, указатель уровня топлива и даже боковые зеркала. В 1963 году Toyota успешно обновила комплектацию. Так, на автомобилях серии Deluxe появился отопитель, радиоприемник и складывающееся сиденье. Кроме того, в том же году появился кабриолет. Усилия не прошли даром. Продажи выросли до плановых 4000 автомобилей в месяц. Toyota Publica была важна для компании. Благодаря этому автомобилю они понимали, по какому принципу следует создавать народные автомобили. Затем Toyota отметила выпуск миллионного за свою историю автомобиля. 60-е годы стали периодом улучшения экономической ситуации в Японии и, как следствие, бурного роста продаж автомобилей. Активно развивается сеть дилеров Toyota за рубежом, в Южной Африке, в Европе и Азии. История спортивных автомобилей Toyota началась в 1962 году на токийском автосалоне. Компания представила концепт, который послужил прообразом будущей модели Toyota Sports 800. Первый серийный спортивный автомобиль производства Toyota. Toyota Sports 800 ласково называют Toyota Hachi, кратким японским обозначением Toyota 8.
В 1965 году автомобиль пошел в реальное производство с кодом шасси UP15, увеличенным двигателем объемом от 700 до 800 кубических сантиметров, а также двухкамерным карбюратором, что увеличило мощность с 28 до 45 лошадиной силы. Этого двигателя было достаточно, чтобы разгонять автомобиль по городу до 70 км в час, на гоночном треке до 160 км в час. Производство началось после появления первого автомобиля Honda, названного Honda S500. Автомобили вошли в сегменте рынка, который уже был представлен такими автомобилями, как Datsun Fire Lady и Daihatsu Compagno. Аэродинамическим дизайном автомобиля занимался инженер Тацуо Хасигава. Хасигава был авиаконструктором во времена Второй мировой войны. В результате получился спортивный, легкий и маневренный автомобиль. Sports 800 был одним из первых серийных автомобилей с крышей типа Тарга. Алюминиевая крыша Тарга могла храниться в багажнике, если не использовалась. Между 1965 и 1969 годами порядка 3131 единицы было построено субподрядчиком Toyota Kanto Auto Works. Всего около 10% от общего числа автомобилей осталось до сегодняшнего дня, большинство из которых находятся в Японии. Подавляющее большинство из 3131 автомобиля были с правым рулем. Однако около 300 были леворульными моделями, построенные в первую очередь для рынка Окинавы. Основной дизайн кузова, однако, оставался неизменным. Силовым агрегатом оставался 790-кубовый горизонтально-оппозитный двухцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением. Вес оставался малым за счет применения алюминия на некоторых кузовных панелях и тонкой стали на корпусе кузова. В течение первых нескольких лет производства даже каркасы были выполнены из алюминия. Как и любой хороший спортивный автомобиль, Sports 800 принимал участие в гонках. Так, в 500-километровой гонке на выносливость на трассе Сузука в 1966 году Toyota одерживает историческую победу. Несмотря на то, что в гонке участвовали куда более мощные машины, им требовалось несколько раз заправляться по ходу гонки. В этой ситуации Sports 800, благодаря легкому кузову и великолепной экономичности, обошел их всех, так и ни разу не заправившись. Затем Toyota пыталась добиться успеха на рынке США с новым автомобилем модель Corona, которую начали экспортировать туда в 1965 году. Производство заднеприводной модели началось в 1957 году, а сам автомобиль стал вторым по величине после небезызвестного Crown. Именно эта платформа с приводом на задние колеса в дальнейшем стала основой целого поколения автомобилей Mark II, изначально носивших название Toyota Corona Mark II. Хочется отметить, что с самого первого поколения Corona была одной из основных моделей, призванных покорить мировой рынок наравне с Crown. Кроме этого, на платформе уже переднеприводной Coroны были созданы варианты с видоизмененным кузовом и другими альтернативными наименованиями – Carina, Carina E и прочее авто. Автомобиль первого поколения был способен развить максимальную скорость в 105 км в час, а передняя подвеска была независимой. Кузов Toyota Corona был несущим, благодаря чему вес автомобиля не превышал 1 тонны. Второе поколение модели, более известное в экспортных вариациях как Tiara, чуть не положило конец экспансии компании Toyota в Северную Америку. Дело в том, что за период в 1 год в США было продано менее 350 экземпляров, что заставило руководство автоконцерна прекратить поставки. Причиной такого провала была относительно низкая динамика и максимальная скорость, несмотря на задний привод и легкий кузов. Третья версия Toyota Corona, двигатели которой все так же имели недостаточную мощность, все же появились на рынке США в 1964 году. Причем линейка кузовов была расширена вариантами двухдверный хардтоп, трехдверный минивэн и пятидверный универсал. Создание этих вариаций не обошлось без вмешательства известного итальянского дизайнера Батиста Фарина. В тот момент компания решила сделать упор на качество авто, устроив жесткие испытания модели, во время проведения которых несколько Corona прошли более 100 тысяч километров. У компании получилось добиться успеха. Corona быстро получила широкое распространение и стала самым популярным на иностранном рынке японским автомобилем. В следующем году Toyota выпускает свой, пожалуй, самый массовый автомобиль Corolla, производство которого с успехом продолжается и по сей день. Разработку Corolla первого поколения возглавлял талантливый инженер Тацуо Хасигава.
В работе над Короллой Хасигава разработал концепцию 80 баллов. В ходе нее автомобиль оценивался по 100-бальной шкале, при этом конечная оценка не должна получаться ниже 80 баллов. Таким образом, по мнению инженера, каждая машина должна была получить набор сбалансированных потребительских качеств. Надо сказать, концепция сработала, и Королла получилась очень удачной, без каких-либо выраженных недостатков. К примеру, она оснащалась 1,1-литровым 60-сильным мотором. Это на 100 кубических сантиметров больше и на 20 лошадиных сил мощнее, чем у ближайшего конкурента Datsun 1000. Кроме того, Королла могла похвастаться четырехступенчатой МКПП, а с 1967 года и двухступенчатой АКПП Toyota Glide A20. Очень редкая опция для японских автомобилей тех лет. Также Toyota Corolla – первый японский автомобиль с передней независимой подвеской типа Макферсон. Между тем, если говорить о дизайне, то он был скроен по последней моде тех лет. В модельном ряду также присутствовали автомобили в кузове седан и универсал. Toyota Corolla появилась в очень удачное время. Помимо стремительно богатеющего населения, правительство Японии начало масштабную программу по строительству скоростных автодорог. Toyota рекламировала Короллу как идеально подходящую машину для путешествий по автомагистралям, что, учитывая мощный мотор и четырехступенчатую коробку, была чистая правда. Тем временем коммерческий успех не заставил себя ждать. Уже в 1966 году Toyota Corolla стала самым продаваемым легковым автомобилем в Японии. А в 1970 году было продано около 1 миллиона этих машин. Тацуо Хасигава был прав в своей стратегии 80 баллов. Короллу полюбили как добротный, надежный, но в то же время недорогой автомобиль. Причем не только в Японии, но и по всему миру. Автопром в Японии в 60-70-х годах показывал ошеломительный рост. Модели сменялись одна за одной и становились все совершеннее. Но есть одна модель, время над которой не властно. Это Toyota Century. В мире мало кто слышал об этом автомобиле. А между тем, это флагман модельной линейки компании Toyota. Он появился на свет в 1967 году, на заре становления японского автопрома. Изначально Toyota Century выпускался только с двигателем V8 и был самым большим легковым автомобилем, когда-либо выпущенным Toyoтой. Этот автомобиль используется императорским дворцом, высшим руководством Японии и бизнесменами. Его невозможно купить в обычном дилерском центре, только в специальном магазине Toyota Store. Более того, как и предполагается представительскому автомобилю, стоимость его очень высока. Первое поколение Toyota Century выпускалось с 1967 года по 1997 год и оснащалось 3-литровым мотором V8 мощностью всего 159 лошадиных сил. Тем не менее, крутящий момент составлял внушительные 235 ньютон-метров. Затем двигатель неоднократно модернизировался, и к концу выпуска его мощность достигала 190 лошадиных сил, а объем 4 литра. Седан Century изначально не имел эмблем и шильдиков Toyota. Вместо них автомобиль украшают эмблемы с изображением птицы Феникс. Для своего времени Toyota Century выглядел вполне современно, но если техническая начинка затем менялась в ногу с прогрессом, то дизайн существенных изменений не претерпел. В 1968 году меняется социальный образ жизни, и вместе с этим начинает появляться потребность в личном транспорте. Это приводит к тому, что увеличивается периодичность выпуска автомобилей. На этой волне японский концерн решает выпустить свой первый автомобиль Toyota Corolla Sprinter. Впервые модель Sprinter была выпущена в виде фастбека. Ее особенностью была покатая крыша без выступов, которая переходила ровно в дверь. На этот автомобиль устанавливался двигатель с объемом 1,1 литра. Но несмотря на малый объем, машина была довольно резвая и могла развивать скорость до 160 км. Из-за этого особую популярность модель приобрела у любителей быстрой езды. Цена на машину была небольшой, а продавалась она только на внутреннем японском рынке. В 1970 году выпускается доработанная модификация модели Toyota Sprinter. Был сделан рекламный ход, решением которого было убрать из названия слово «Corolla». Особых различий во внешнем виде между ними не было, разница была только в габаритных размерах. У Спринтера они были больше. Машина оснащалась новыми двигателями с объемом 1,4 и 1,6 литра. Toyota Sprinter 一斉に新しく、今ハードトップを加えシリーズ充実。Toyota Sprinter。お近くのトヨタオートへどうぞ。В 1968 году Toyota явила общественности новую компактную модель под названием Corona Mark II.
представляющую собой дорогую модификацию Короны. Автомобиль стал настоящим прорывом в истории японской марки, избавив ее от имиджа производителя небольших бюджетников. В 1970 году машина пережила плановое обновление, получив косметические доработки дизайна и новый двигатель, после чего выпускалась до 1972 года, уступив место правопреемнику. Первый релиз Toyota Corona Mark II был доступен в 3 кузовных решениях: стандартный седан Т-60, пятидверный универсал и двухдверное купе, оба носили заводской код Т-70. Габаритная длина автомобиля составляет 4295 мм, из которых в 2510 мм вписывается расстояние между осями, а его ширина и высота насчитывают 1610 мм и 1405 мм соответственно. Для оригинального поколения машины предлагалась линейка бензиновых 4-цилиндровых двигателей с системой карбюраторной поставки топлива объемом 1,5 и 2 литра, генерирующих от 74 до 113 лошадиных сил и от 116 до 172 ньютон-метров крутящего момента. За доставку мощности на ведущие колеса задней оси отвечали 3- или 4-ступенчатая механическая, либо 3-диапазонная автоматическая коробки передач. В основе Corona Mark II первой генерации использована заднеприводная платформа с независимой ходовой частью на двойных поперечных рычагах с цилиндрическими пружинами спереди и зависимой архитектурой с листовыми рессорами сзади. Автомобиль обладает рулевым механизмом червячного типа и барабанными тормозными устройствами на каждом из 4 колес, естественно, без каких-либо электронных помощников. На российских просторах Toyota Corona Mark II является настоящим эксклюзивом. На наших дорогах можно встретить совсем небольшое количество таких экземпляров. Автомобиль отличается классической внешностью, надежной конструкцией, а также приличным оснащением и хорошими ходовыми качествами для своего возраста. К его недостаткам в настоящее время можно отнести необходимость заказа запчастей из-за границы и полностью устаревшую технику. В конце 1970-х годов Mark II стал основой для 2 седанов – Toyota Cresta и Toyota Chaser, отличающихся от Mark II лишь вариантами исполнения салона и элементами экстерьера. В истории Toyota модель 2000 GT занимает особое место. С помощью этого автомобиля компания доказала всем и прежде всего себе, что способна строить спорткары мирового уровня. В мае 1963 года прошло первое в истории Гран-при Японии. На новенькой трассе Сузука схлестнулись местные и именитые западные автомобили. К всеобщему удивлению, японцы показали себя неплохо. В классе спортивных автомобилей с объемом мотора до 2,5 литра одержал победу Datsun Fairlady 1500, а в классе Touring – Toyota Crown. Успех несомненный, но чтобы дать бой Jaguar, Mercedes-Benz и Porsche, требовался автомобиль получше. Разработка перспективного спорткара началась в 1964 году. Специально под проект, получивший кодовое название 280А, был создан конструкторский отдел под руководством Джиро Коно. В него вошли 3 специалиста – главный дизайнер Сатору Нозаки, шассист Шаничи Ямазаки и моторист Хидетака Такаги. Хорошенько изучив лучшие зарубежные образцы, инженеры решили, что автомобиль получит переднее расположение двигателя, независимую подвеску всех колес и задний привод. Кроме того, Сатору Нозаки представил первые эскизы, на которых 280А удивительно походил на Jaguar E-Type. Тем временем Nissan и Yamaha уже вели разработку похожего спорткара – проект A550X. Он должен был сменить текущее поколение Datsun Fairlady. Фактически разработку вели инженеры Yamaha. За основу они взяли шасси Fairlady, а также разработали перспективный 2-литровый мотор. Но чем дальше продвигалась работа, тем больше ниссановцы теряли к ней интерес. В 1964 году были готовы 3 прототипа, и примерно в то же время Nissan по экономическим причинам покинул проект. Как бы то ни было, Yamaha имела твердое желание довести работу до конца и начала поиск нового партнера. Президент компании Генити Каваками узнал, что Toyota ведет разработку купе класса GT, и обратился к ней с предложением. Оценив высокую готовность ямаховских прототипов, руководство Toyota согласилось объединить усилия. Осенью 1964 года инженерная группа Джиро Коно полным составом переезжает в Сидзуоку для работы в Yamaha. В результате ударной работы всего за 10 месяцев был готов прототип будущей Toyota 2000 GT. От Yamaha A550X он получил подвеску и тормоза, а от Toyota 280A – раму и кузов. Двигатель использовался серийный 6-цилиндровый от Toyota Crown, но с доработками мотористов Yamaha. В августе 1965 года Toyota 2000 GT был представлен на 12-м токийском автосалоне, где произвел большую сенсацию.
Это первый японский автомобиль, который мог конкурировать с лучшими зарубежными спорткарами тех лет, по крайней мере внешне. Дабы подтвердить высокие характеристики модели, Toyota провела масштабную пиар-акцию, апогеем которой стали скоростные испытания в октябре 1966 года на полигоне Ятаба Тест Трак. В ходе заездов 2000 GT установил 13 рекордов в своем классе, в том числе 3 мировых. Еще одним ярким моментом в истории машины можно назвать ее участие в фильме про Джеймса Бонда «Живешь только дважды». В 1967 году началось серийное производство автомобиля. На момент выпуска Toyota 2000 GT стал самым совершенным японским автомобилем в истории. Отличный внешний вид, мощный мотор и великолепное шасси – вот что выгодно выделяло машину на фоне конкурентов. Но существовал один серьезный недостаток, предопределивший судьбу спорткара – его высокая цена. В 1960 году увидел свет пикап Toyota Taupet Stout, который считают прародителем модели Hilux. Этот автомобиль успешно продавался по всему миру. Производство Toyota Hilux первого поколения началось в марте 1968 года. По неподтвержденной информации, слово Hilux образовано из словосочетания Highly Luxurious – исключительно роскошный. Новое имя было призвано выделить Hilux на фоне сугубо аскетичного Stout. Грузовичок имел малую колесную базу, задний привод и бензиновый двигатель объемом 1,5 литра. В апреле 1969 года добавилась версия с увеличенной колесной базой, а в феврале 1971 года двигатель заменили на 1,6 литра. В мае 1972 года был представлен Hilux 1973 модельного года. Автомобиль получил более комфортабельную кабину, обновленный интерьер и экстерьер. Помимо мотора 1,6 литра появились 2- и 2,2-литровые двигатели. Длина грузового отсека могла достигать 2,3 метра. Пикапы, долгое время считавшиеся сугубо утилитарными автомобилями, предназначенными прежде всего для фермеров и мелкого бизнеса, а также в качестве вспомогательных развозных грузовиков для транспортных, сервисных и строительных компаний, в начале 1980 года получают широкое применение еще и как машины рекреационно-спортивного назначения. Эти пикапы зачастую красились в яркие цвета, обзаводились хромированными деталями, дугой безопасности в кузове и дополнительной светотехникой на крыше. В них перевозили громоздкий спорт-инвентарь и туристское оборудование, а также использовали для любительских гонок по пересеченной местности. В 1970-е годы ознаменовались строительством новых заводов и постоянными техническими усовершенствованиями агрегатов, а также перекочевыванием новшеств с дорогостоящих моделей, куда их изначально устанавливали, на более дешевые. Начинается производство такой модели, как Toyota Celica. Первое поколение было выпущено на японском рынке в конце 1970 года и позиционировалось как более доступный вариант спортивного автомобиля, чем предыдущая модель Toyota 2000 GT. Представленная в октябре 1970 года на выставке Tokyo Motor Show с началом продаж в декабре того же года, Celica стала автомобилем, который подчеркивал дизайн и удовольствие от вождения. Благодаря фарам, утопленным в решетку радиатора и задним фонарям, автомобиль напоминал Ford Mustang, но в гораздо меньшем масштабе. В начале своей истории Celica была доступна только в одном кузове – Hard Top. Liftback SV1 был представлен как концепт-модель в 1971 году на выставке. С небольшими изменениями серийный лифтбэк был представлен в Японии в апреле 1973 года с двумя вариантами двигателей – RA25 и TA27. В Европу экспортировалась версия лифтбэка с левым рулем. После рестайлинга в октябре 1975 года обе версии с правым и левым рулем стали доступны на остальных рынках. Японская версия GT имела множество отличий от ET, LT и ST, включая электрические стеклоподъемники, кондиционер, специальную отделку, однако имела и общие с версией ST. Центральная консоль и датчик давления и уровня масла, в то время как версия LT имела только предупредительные лампочки для этих функций.
В декабре 1970 года появилось первое поколение Карины в Японии. Этот автомобиль стоял между меньшей Королла и большой Корона. Основан на платформе спортивного автомобиля Силика. Особенностями являлись откидывающиеся сиденья со встроенными подголовниками, радио, часы, фонари заднего хода и усилитель тормозов. Кузов был двух- и четырехдверный седан, пятидверный универсал и двухдверное купе со складной жесткой крышей. Длина автомобиля составляла 4200 мм, ширина 1570 мм, высота 1395 мм и снаряженная масса 960 кг. Двигатели использовались только четырехцилиндровые бензиновые. Коробка передач была двух- или трехступенчатая автоматическая, а также четырех- или пятиступенчатая механическая. В 1972 году с конвейера сходит 10-миллионный автомобиль Toyota. Преодолев энергетический кризис и финансовые трудности, введя режим жесткой сырьевой экономии, разработав под давлением законодательства, касающегося загрязнения воздуха, эффективную выхлопную систему, укрепляя внутрикорпоративную политику, Toyota вступила в следующее десятилетие. Настоящий рывок в плане экспорта автомобилей Toyota испытала в 1973 году, когда мир испытал нефтяной кризис. Для Toyota данный кризис оказался положительным, так как компания смогла популяризировать в США свои экономичные автомобили. Дальнейшие усилия инженеров компании в создании комфортного на асфальте и неубиваемого на бездорожье автомобиля привели к выходу внедорожника Toyota Land Cruiser 60. Именно эту модель принято считать родоначальником современных больших машин марки Toyota. Автомобиль получил новый кузов, комфортный салон с раздельными передними креслами, улучшенную шумоизоляцию и множество люксовых фишек того времени. Оснащался он бензиновыми двигателями типа 2F и дизелями типа B. Также стала доступной и пятиступенчатая коробка передач. Тем временем Land Cruiser 40-й серии продолжал выпускаться и пробыл на конвейере аж до 1984 года. Но, конечно, к тому времени его конструкция уже стала архаичной. Нужна была достойная замена. И ее представили в том же 1984 году в виде внедорожника Toyota Land Cruiser знаменитой серии 70. Вот уж на самом деле легенда в клане легенд. По сути, этот автомобиль был создан с чистого листа и сразу был доступен в двух версиях. Первый, тяжелый вариант 70-ки, получил обозначение HD – Heavy Duty. Это был наследник грубых армейских внедорожников со всеми соответствующими атрибутами. Помимо стандартных вариантов, на его основе выпускались и специальные автомобили для спасателей, медиков и даже шахтеров. А благодаря буквально абсолютной надежности, эту машину очень любили и путешественники. К примеру, супруги Пауль и Бритта Боген на таком внедорожнике совершили 7-летнее кругосветное путешествие. Они проехали через 63 страны по самому разному ландшафту, от песков пустынь до гор и снежной тундры, а общий пробег составил более 280 тысяч километров. По возвращении домой пара написала в компанию Toyota письмо с благодарностями. Август 1978 года – начало выпуска модели Toyota Corsa. Модель Corsa стала первым субкомпактным переднеприводным автомобилем от Toyota. В Японии первое поколение было представлено в августе 1978 года. В Америке автомобиль дебютировал в начале 1979 года. А до Европы японец добрался только в 1980-м. К слову, в Америке Toyota Corsa называлась Tercel. Автомобиль выпускался с 3 видами двигателей. Бензиновыми моторами объемами в 1,3 и 1,5 литра, а также 1,5-литровым двигателем. В пару к двигателю можно было на выбор установить трехступенчатый автомат, а также 4- и 5-ступенчатую механику. Автомобиль обладал европейским дизайном и практичностью. Эти черты стали залогом успеха Toyota Corsa. Спортивная Toyota Supra значит очень многое для компании. Во-первых, именно эта модель помогла обозначить на карте мира страну с самым прогрессивным автомобильным инжинирингом. Во-вторых, это самая известная модель компании, не считая Corolla, разумеется, и Land Cruiser. А в-третьих, это практически последняя надежда на возрождение спортивного доступного купе как класса. Имя Toyota Supra
несет в себе много информации, но история этого автомобиля началась с Toyota Celica Supra 1978 модельного года. Идея была следующая – сделать более практичный багажник, чем в стандартной Celica, а кроме того удлинить капот, чтобы суметь воткнуть туда рядную шестерку от модели GT2000. Чуть позже компания выпустила модель Celica XX в кооперации с англичанами из Lotus. Часть узлов в этом автомобиле были напрямую взяты с Lotus Excel. Модификация выпускалась наряду с базовой вплоть до смены поколения в 1981 году. Стимулом для развития новой ветки в линейке послужила популярность конкурирующего Datsun 280ZX. Чтобы публика понимала, что новая Supra — это не овощная Celica, под капот установили 110-сильный мотор с крутящим моментом 136 нанометров. Позже мощность подняли до 116 сил, а на внутреннем рынке была даже турбо-версия, которая отдавала 123 силы. Машины комплектовались пятиступенчатой механикой, но были версии из 4 АКПП. Впрочем, все это стоило порядочных денег. Цена первого поколения Toyota Supra составляла $32 тысячи в пересчете на современные деньги. Маркировку Celica в случае со вторым поколением модели никто серьезно не воспринимал. Ждали именно Toyota Supra, мощное и комфортабельное купе. Под капотом второго поколения были установлены двухлитровые турбомоторы мощностью 175 сил. Некоторые комплектации, в основном на домашнем рынке, были оснащены шестицилиндровым 2,7-литровым мотором. Дизайн второго поколения был продиктован популярными в 80-е годы клиновидными кузовами, но у Supra была и своя фишка – всплывающие фары головного света. Более роскошные комплектации продавались под буквой L, более производительные с шильдиком P. Второе поколение продавалось вплоть до конца 1986 года. В автоспорте Toyota Supra тоже не пасла задних, хоть так и не смогла победить основного конкурента в кузовном чемпионате Великобритании Mitsubishi Starion в 1985 году. В 1980-м выходит в свет четвертый кузов Corolla с индексом E70. Внешне Corolla сохранила прежние направления в дизайне, но взамен старому кузову новый был сконструирован заново. В целях повышения безопасности были изменены конструкции ребер жесткости, при этом длина Corolla впервые покорила отметку 4 метра. Двигатели автомобиля пополнились новым дизельным агрегатом 1,8 литра мощностью 65 лошадиных сил и бензиновым 1,7 литра. Разнообразные варианты комплектации, более 5 вариантов исполнения кузова, безопасность и надежность автомобиля сделали свое дело. Успех не заставил себя долго ждать, и к 1983 году Toyota продает свою миллионную Corolla. Fantastic car, sir. Care for a test drive now? Компактный внедорожник Toyota Blizzard, продававшийся в 1980-1984 годах только на японском рынке, был копией модели Daihatsu Taft. Автомобиль имел рамную конструкцию, подключаемый полный привод, и оснащался 2,2-литровым атмосферным дизелем мощностью 72 лошадиных силы. Коробка передач механическая четырехступенчатая, а с 1982 года пятиступенчатая. Автомобиль второго поколения, дебютировавшего в 1984 году, стал крупнее, комфортабельнее и получил новые дизельные моторы объемом 2,4 литра. Атмосферный вариант развивал 83 лошадиных силы, а турбированный 85 сил. Вторая Toyota Blizzard была аналогична внедорожнику Daihatsu Raggi Rocki. Выпуск модели, их делали на заводе Daihatsu, продолжался до 1990 года. В начале 80-х начинается выпуск модели Camry. Модель среднего класса насчитывает уже 9 поколений и пользуется неизменным спросом во многих регионах, особенно в США и странах Азии. Самая первая модель, индекс V10, была разработана не только для внутреннего рынка Японии, но и с прицелом на экспорт.
За основу была взята модель Celica Camry, спортивный седан 1980 года, который не был популярен и у которого увеличили колесную базу на 100 мм, плюс перенесли топливный бак под пассажирское сиденье. Эти меры позволили существенно увеличить пространство салона и объем багажника. Длина кузова составляла 4490 мм. Кузов был классический четырехдверный пятиместный седан, либо пятидверный хэтчбэк. Двигатели предлагались следующие: бензиновые 1,8 литра, 100 лошадиных сил, 2 литра, 120 либо 160 лошадиных сил, и дизельные 1,8 литра, 80 лошадиных сил, и 2 литра, 88 лошадиных сил. КПП были пятиступенчатая механика, либо четырехступенчатый автомат. Привод на передние колеса. В базе были гидроусилитель руля, электроприводы стекол и зеркал, опционально предлагали тракшн-контроль и пневмоподвеску. Модель производилась с марта 1982 по июль 1986 года. На японском рынке модель продавалась как Vista. На рынке машине пришлось конкурировать с Honda Accord, Datsun Bluebird, Mitsubishi Galant, Mazda 626. В августе 1986 года появилось второе поколение модели Index V20. Размеры немного подросли, острые углы кузова чуть сгладились, улучшилась аэродинамика 0,34. Дизайн разработал Seiichi Yamauchi. На выбор предлагались бензиновые инжекторные двигатели 1,8 литра, 85 либо 105 лошадиных сил, и 2 литра, 120 либо 140 лошадиных сил, а также дизель 2 литра, 82 лошадиных силы. Среди вариантов трансмиссии появилась четырехступенчатая автоматическая КПП. Стали доступны полноприводные варианты. В 1988 году машина подверглась рестайлингу и появилась комплектация GT. По сравнению с первым поколением вырос ресурс двигателей, повысилась коррозийная стойкость кузовных панелей, улучшились безопасность и комфорт. Помимо седана впервые предложили кузов универсал. Модель производилась в Японии, США и Австралии. Десятого мая 1983 года Toyota выпустила новую бюджетную спортивную модель автомобиля. Угловатую, немного невзрачную на вид машинку с острым носом, которая на первый взгляд ничем не выделялась. Это была скромная машина со скромными характеристиками, которую очень скоро полюбили и которой было суждено стать легендой – Toyota Corolla AE86. В народе машина получила игривое прозвище Хачироку, что с японского языка означает «86». Выпускалась в двух типах кузовов – Левин и Труено. Первые задатки к этому были вложены еще при создании автомобиля. Toyota запланировала выпуск быстрой, дешевой и простой машины, которая была бы проста в управлении, надежна и практична. Именно ее цена стала большим сюрпризом. В то время дрифта как такового не было, но были водители, которые любили выезжать погонять на трек или по улице, и у которых не было много денег. Именно эти водители стали главными покупателями Toyota Corolla AE86. Был среди этих водителей и Кейци Цучия, который в будущем станет королем дрифта и положит начало самому дрифту как спортивному соревнованию. Именно на AE86 Цучия учился быстро ездить и дрифтовать. Машина оказалась очень послушной, способной обучать водителя, прощала ошибки, не была требовательной. Маленькая мощность не стала большой проблемой. Около 130 лошадиных сил на стоковых моделях. Цучия на Хачироку очень часто составлял конкуренцию водителям на более мощных и дорогих автомобилях, обыгрывая их на таких трассах, как Цукубе и Фуджи. Второй скачок в популярности Toyota Corolla AE86 произошел в 1998 году, когда начало выходить аниме Initial D. В картине Фудживара Такуми за рулем Труена обходил более быстрые и мощные автомобили на спуске Сакины. В создании этого анимационного шедевра участвовал сам Кейчи Цучия. Были учтены все особенности автомобилей, которые попали в картину, а также детально были приведены техники вождения. Аниме вышло очень реалистичным и интересным, невзирая на плохую рисовку. За это оно заработало тысячи поклонников, среди которых были как простые школьники, так и профессиональные гонщики. AE86 стала культовой машиной. Стоит заметить, что цена на Хачироку с выходом Initial D поднялась чуть ли не в 2 раза. Следующий восход Toyota Corolla AE86 произошел в 2004 году с выходом игры Need for Speed Underground 2.
Невзирая на скромный внешний вид машины, Хачироку после доработок оказалась самой быстрой в игре. Популярность игры привела к популярности и самой машины. Теперь ее знали во всем мире. Сейчас основная часть покупателей Хачироку – энтузиасты, любители и фанаты. Производство модели закончилось в мае 1987 года. Если учесть, что машина дрифтовая и ее просто убивали в течение 25 лет, то сам факт того, что автомобиль дожил до наших дней, уже может удивить. После покупки АЕ-86 новые владельцы в большинстве своем сразу же отправляют машину на ремонт. Многие машины приобретаются специально для тюнинга и ничего более. Сейчас Toyota AE86 уже не машина на каждый день, а просто легенда, часть истории, с которой зародился дрифт как спорт. И хотя прошло уже не одно десятилетие, маленькие Хачироку продолжают ездить по дорогам и даже сейчас могут дать бой гораздо более новым спортивным автомобилям. В середине 1970-х годов компания Toyota начала работу над нетипичным для себя автомобилем – компактным и доступным спорткаром. В результате в 1981 году появился прототип Toyota SA-X, а в 1984 году на японский рынок вышла серийная Toyota MR2. Это было двухместное среднемоторное заднеприводное купе с характерным клиновидным дизайном. Кроме обычной была модификация со съемными панелями крыши. Машина получила 16-клапанный мотор объемом 1,6 литра с впрыском топлива, развивающий от 112 до 130 лошадиных сил. Благодаря небольшой массе, 950 кг в японской спецификации, такой двигатель обеспечивал купе хорошую динамику. Коробки передач, пятиступенчатая механика или четырехступенчатая автомат. На японском рынке также продавалась Toyota MR2 с 1,5-литровым силовым агрегатом 82 лошадиных силы. Но такая версия не пользовалась спросом. В 1987 году появилась модификация, оснащенная тем же 1,6-литровым мотором, но с нагнетателем, позволявшим увеличить мощность до 145 сил. Второе поколение купе Toyota MR2, дебютировавшее в 1989 году, стало чуть крупнее и тяжелее. Машины для японского рынка оснащались 2-литровым мотором, атмосферным 165-180 лошадиных сил или турбированным 220-245 лошадиных сил. Атмосферник объемом 2 литра на европейской версии развивал 138-180 сил. Турбированных машин здесь не предлагалось. А американская Toyota MR2 получила 2,2-литровый двигатель 130-135 сил и 2-литровый турбомотор мощностью 200 лошадиных сил. В 1999 году в Японии стартовало производство третьего поколения модели, превратившееся из купе в родстер. Компоновка осталась прежней. Двигатель, расположенный за сиденьями, и привод на задние колеса. На родине автомобиль назывался Toyota MRS, в США MR2 Spider, а на европейском рынке Toyota MR2 Roadster. Единственный возможный двигатель – 1,8-литровый с системой изменения фаз газораспределения мощностью 138-140 лошадиных сил. К этому моменту Toyota окончательно утвердилась в роли крупнейшего автомобильного производителя Японии, занимающего 3-е место в мире по объемам производства. В 1983 году Toyota подписывает многолетнее соглашение с General Motors, а в следующем году начинается производство автомобилей на их совместном предприятии в США. Тогда же была завершена первая очередь строительства собственного испытательного полигона Toyota Шибецу, который был полностью завершен в 1988 году. В 1986 году пройден еще один рубеж. Выпущен уже 50-миллионный автомобиль марки Toyota. Появляется на свет новая модель 4Runner. Внедорожник Toyota 4Runner был запущен в серийное производство в 1984 году. Автомобиль предназначался в первую очередь для американского рынка. Версия для Японии называлась Hilux SUV. За основу при создании модели был взят пикап Hilux. По сути, от пикапа внедорожник отличался только фибергласовым колпаком и дополнительным рядом сидений. Причем в некоторых комплектациях машины имела лишь 2 кресла. Гамма силовых агрегатов, первоначально состоявшая лишь из 2,4-литрового карбюраторного мотора 100 лошадиных сил, в 1985 году была дополнена тем же двигателем, но уже с системой впрыска топлива, что позволило увеличить мощность до 116 сил. Год спустя появилась турбированная версия мотора 2.4,
а в 1988 году на внедорожник начали ставить двигатели V6 объемом 3 литра. Коробки передач механическая или автоматическая четырехступенчатая. В 1986 году была немного изменена конструкция ходовой части. Вместо неразрезного моста Toyota 4Runner получил независимую переднюю подвеску, что позволило улучшить комфорт и управляемость. Внедорожник второго поколения, дебютировавший в 1989 году, имел техническую начинку как у пикапа, но получил совершенно новый цельнометаллический кузов. Небольшое количество машин было выпущено в трехдверном исполнении, а большая часть внедорожников была пятидверной. На Toyota устанавливали бензиновые моторы 2.4 и V6 3.0, сочетавшиеся с механической и автоматической коробкой передач. Привод мог быть полным или задним. Японский завод прекратил производство раннеров второго поколения в 1995 году, а лицензионная копия машины выпускается в Китае до сих пор под маркой Great Wall. Выпуск машин третьего поколения стартовал в 1995 году. Внешне Toyota 4Runner напоминал предшественника, но имел полностью новый кузов и другую ходовую часть, на этот раз имеющую мало общего с пикапом Hilux. Основное внимание при создании раннера было уделено комфорту. Внедорожник стал крупнее и просторнее. Получил пружинную подвеску спереди и сзади, центральный дифференциал с возможностью подключения полного привода на ходу. В списке оснащения появились подушки безопасности ABS, а с 2001 года еще и система стабилизации. Трехдверный кузов окончательно исчез из модельного ряда. Новыми были и силовые агрегаты. Четырехцилиндровый мотор объемом 2,7 литра развивал 150 сил, а отдача 3,4-литровой шестерки составляла 190 лошадиных сил. Коробки передач, пятиступенчатая механика или четырехступенчатая автомат. В то время как для автолюбителей в нашей стране пределом мечтаний была карбюраторная семерка, в Японии в 1984 году выходит Toyota Cresta второго поколения, оснащенная такими продвинутыми технологиями, что не будет стыдно и в наши дни. Как мы уже говорили, Toyota Cresta базировалась на общей платформе с Toyota Mark II и Chaser. Эти модели активно завозились в Россию и поразили наших водителей своими техническими наворотами и надежностью. Внешне это был классический седан с приземистым силуэтом. В отличие от Chaser, из маркетинговых соображений Toyota Cresta не получила безрамочные стекла. Вдобавок, зеркала переехали с крыльев на двери и получили электропривод и подогрев. В целом, Cresta выглядела как типичный японский автомобиль начала 80-х. В экстерьере преобладали прямые линии и, в отличие от предшественников 70-х, скромный внешний декор. По технической части все было более чем достойно. На выбор предлагалось 6 двигателей, 2 из которых дизельные. Старшая модификация с двухлитровым двигателем и 2 турбинами имела мощность в 185 лошадиных сил и обозначалась как GT Twin Turbo. Это был новаторский для Toyota мотор. Первый с двойным турбонаддувом и 4 клапанами на цилиндре и первый с 2 распредвалами Double Overhead Camshaft. Он получил престижную награду JSME Medal for New Technology за вклад в развитие технологий. Toyota не была бы собой, если остановилась только на моторе. Toyota Cresta могла похвастаться электронно управляемой подвеской. Ее амортизаторы могли менять жесткость, что обеспечивало высокий комфорт и безопасность. Имелось 2 режима – норм и спорт. А называлось это великолепие TEMS – Toyota Electronic Modulated Suspension. Дополнительно устанавливалась система настройки усиления на руле – PPS. Она имела 2 режима – спортивный и комфортный. Всякие мелочи, например, электростеклоподъемники и подсветка личинок замков, были само собой разумеющимся для Toyota тех лет. Да, богатство комплектаций просто поражало, и все это в 1984 году. Самое удивительное, что все эти сложные системы имели феноменальную надежность и работали по 20, а то и более лет. Трехлитровая рядная шестерка мощностью 200 лошадей, новый дизайн кузова и отсутствие имени Celica в названии. Вот что принесло поклонникам марки новое поколение Toyota Supra MK3. Кроме того, Toyota впервые представила на серийном купе систему ABS и выбор режима управления автоматической трансмиссией. Особой популярностью у коллекционеров пользуется спецверсия Toyota Supra Turbo A. Машина была подготовлена для участия в чемпионате группы А. Мотор раскачан до 263 сил, что сделало автомобиль самым мощным дорожным купе. Машина разгонялась до сотни за 5 секунд и имела максималку 270 км в час.
Никто в мире среди серийных машин ничего подобного показать не мог. До тех пор, пока Nissan не выпустила свой Skyline R32 GT-R в 1989 году. Но это уже совсем другая история. Одним из главных событий 80-х годов можно считать появление такой марки, как Lexus, подразделение Toyota, созданного для выхода на рынок автомобилей высокого класса. До этого Япония ассоциировалась с небольшими, экономичными, недорогими и демократичными автомобилями. С появлением же Lexus в секторе роскошных дорогих машин положение изменилось. Уже через год после основания Lexus в 1989 году были представлены и поступили в продажу такие модели, как Lexus LS400 и Lexus ES250. В конце 80-х годов в компании Toyota серьезно модернизировали свой флагман 60-й серии. Так появился Land Cruiser 80. Автомобиль получил ряд новых решений, среди которых были и пружинная подвеска всех колес, и доработанная ходовая часть, и новые, еще более мощные и надежные двигатели. На передней панели появилось место для подключения навигационной аппаратуры, а на крыше — рейлинги. Corolla E90 вышел в 1987 году. Автомобиль уже перестал называться компактным, ведь его длина на тот момент составляла 4326 мм. Инженеры дополнили платформу полным приводом, окончательно избавившись от комплектации с задним приводом. В продажу вернули кузов-вагон. Добавили форсированный двигатель мощностью 165 лошадиных сил, построенный на 4A GZE с компрессором. Построены новые заводы. Шестое поколение закончило свой выпуск на планке в 4,5 миллиона штук. Летом 1991 года с завода сходит седьмое поколение E100. Длина автомобиля по-прежнему увеличилась до 4369 мм. Формы автомобиля приобрели новые округлости, следуя на тот момент моде плавных линий в США. Toyota Corolla E100 впервые получает награду от ADAC как самая надежная машина. Восьмое поколение E110 выходит в свет ровно через 4 года после E100. На этот раз изменения консервативные. Сказался экономический кризис в компании. Из того, что следует отметить, это то, что в трансмиссию добавилась новая шестиступенчатая коробка передач, и та была доступна только на внутреннем рынке Японии. Несмотря на это, Toyota Corolla сумела раскрыться в новой для себя ипостаси – раллийные гонки. Купе Toyota Corolla WRC, построенное на турбомоторе 3S GTE и трансмиссии Celica GT4 ST205, брала одну награду за другой. В том числе в копилку добавилось призовое место ралли Монте-Карло. За почти полвека своего развития Toyota Corolla успела представить целых 11 поколений автомобилей, многие из которых можно встретить на российских дорогах и по сей день. Начиная с 1966 года выпуска, Corolla завоевали сердце многих покупателей благодаря своей долговечности, надежности и безопасности. Toyota Corolla является одной из самых продаваемых моделей во всем мире. Выпускающаяся в период с 1968 по 2004 годы, модель Mark II является одной из самых популярных среди JDM автомобилей и одним из лучших творений Toyota. За несколько десятилетий было выпущено 9 поколений Mark II. Каждая последующая серия совершенствовалась и становилась лучше, как с точки зрения дизайна, так и по техническим характеристикам. Спустя почти 15 лет после завершения выпуска модель остается востребованной во всем мире, и в частности в России. Знакомьтесь, легенда среди JDM автомобилей — невероятный Mark II в 90-м кузове. Модель данной серии производилась с 92 по 96 годы. Это пятиместный бизнес-седан со спортивным уклоном. Автомобиль имеет строгий дизайн, но с использованием обвесов быстро превращается в спорткар и очень даже неплохо валит боком. По мнению многих автолюбителей, эта машина является лучшим вариантом из всех поколений. Начиная с серии X90, были внесены важные конструктивные изменения, которые стали основой для будущих модификаций авто, которыми стали X100 и X110. В этой версии остался такой же объем двигателя и трансмиссия, что и в предыдущей. Основные изменения Mark II в 90-м кузове коснулись безопасности, управляемости и комфорта авто. И не зря.
В свое время эта модификация била рекорды по продаваемости на JDM. Mark II X90 в России присвоили прозвище «Самурай», хотя последующие поколения часто называют так же. Это надежная и качественная машина, которая может похвастаться богатыми внутренними ресурсами. Как и присуще настоящему японцу, седан праворульный, оснащен автоматической коробкой передач, родная трансмиссия достаточно выносливая, легко справляется с моторами до 500 лошадиных сил. А также она чувствительная, быстро реагирует на маневры водителя. Причина успеха и популярности Toyota Mark II в России, как нам кажется, очень проста. Японцы сделали отличный автомобиль, причем именно для российских водителей. Иногда так случается, что качества, заложенные в машину при рождении, оказываются очень кстати для тех, кто эксплуатирует ее спустя 20-30 лет в другой стране с ее неповторимым автомобильным менталитетом. Третье поколение Toyota Camry для внутреннего рынка носило индекс V30 и выпускалось в Японии с 1990 по 1994 год. Как и раньше, эта Camry оснащалась 4-цилиндровыми двигателями, бензиновыми и турбодизелем, в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией или 4-диапазонным автоматом. Однако версия Prominent, помимо 2-литрового V6, получила более мощный 2,5-литровый 175-сильный мотор той же конфигурации. Именно в этом поколении Camry впервые стали предлагать с ABS, подушкой безопасности водителя и даже полноуправляемым шасси 4WS. В четвертом поколении сохранилось разделение на японскую и экспортную версию модели. Toyota Camry для местного рынка с индексом SV40 начали выпускать в Японии в 1994 году. Машина предлагалась только с кузовом седан, но, как и прежде, имела соплатформенную модель Vista. Машины оснащались бензиновыми моторами 1.8 и 2, а также 2,2-литровым турбодизелем. Полноприводная трансмиссия была доступна в паре с мотором объемом 2 и 2,2 литра. Экспортная Camry XV20 образца 1996 года продавалась в том числе и на российском рынке. У себя на родине была известна под именем Daihatsu Altis и Toyota Camry Gracia. Техническая часть не претерпела изменений по сравнению с машинами предыдущего поколения. Двигатели 2.2 и V6 3.0 мощностью 133 и 192 лошадиных силы соответственно. В конце 1990-х годов американским покупателям начали предлагать купе и кабриолеты Toyota Camry Solara. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado первого поколения, дебютировавший в 1990 году, представлял собой более компактную и более легкую версию Land Cruiser 70. Автомобиль имел рамную конструкцию, неразрезные мосты спереди и сзади, переднюю пружинную и заднюю рессорную подвески, привод полный с понижающей передачей. На Prado устанавливали 4-цилиндровые силовые агрегаты, бензиновые инжекторные моторы 2.4 и 2,7 литра, атмосферный дизель объемом 2,8 литра, а также турбодизели объемом 2,4 и 3 литра, коробки передач 5-ступенчатая механика или 4-ступенчатый автомат. Внедорожник выпускался с 3-дверным и 5-дверным кузовами. В салоне машины могло быть 5 или 8 мест в зависимости от исполнения. Выпуск первого поколения модели Land Cruiser Prado завершился в 1996 году. В 2002 году было представлено следующее поколение Prado, серия 120. Это был уже практически современный автомобиль. Его дизайн впервые был разработан за пределами Японии, в центре промышленного дизайна во Франции. В этом поколении Prado получил ряд современных систем безопасности и комфорта. В салоне появился климат-контроль и мультимедиа-система с большим экраном. Японский автопром 90-х не перестает удивлять, настолько разнообразные автомобили делали в то время. Одна из самых интересных и в чем-то даже странных машин – это Toyota Sierra. В октябре 1987 года на токийском автосалоне был представлен необычный концепт Toyota AXV2. Двери автомобиля получили название «Крылья бабочки» и открывались вперед и вверх. Выглядело очень эффектно и при этом функционально, так как такая конструкция дверей позволяла обеспечить удобную посадку в салон. Но самое удивительное в том, что спустя 3 года машина с минимальными изменениями ушла в серийное производство. Как бы то ни было, AXV2 появился в 1990 году под названием Toyota Sierra. Название модели образовано от французского слова «sera», что переводится как «будет». Подобным образом тойотовцы акцентировали внимание на футуристическом внешнем виде модели. Кроме необычного способа открытия дверей, машина могла похвастаться панорамной крышей. Точнее сказать, дверьми, ведь крыши в привычном понимании она не имела.
Таким образом, вкупе со стеклянной крышкой багажника, площадь остекления получилась очень большой. Настолько, что в солнечную жаркую погоду находиться в машине было очень некомфортно, даже несмотря на кондиционер. Многие знают про такой легендарный спортивный автомобиль, как McLaren F1. Между тем, конструкция дверей вам ничего не напоминает? Великий создатель британских гоночных машин Гордон Мюррей вдохновлялся дверями Toyota Sierra. Остальное, как говорится, история, и крылья бабочки можно встретить во многих суперкарах от Ferrari Enzo до BMW i8 и других моделей McLaren. Несмотря на многообещающую внешность, в техническом плане Toyota Sierra была заурядным автомобилем. Он делил платформу с Toyota Starlet и оснащался 1,5-литровым двигателем 5E FHE мощностью 110 лошадиных сил. Да, для автомобиля массой всего 930 кг это было не так уж мало, но шасси совершенно не соответствовала приставка «Спорт». Зато в повседневной эксплуатации машина показала себя очень надежной, а доступные и дешевые запчасти не разорят владельца, даже учитывая 30-летний возраст машины. Между тем, салон получился неплохим. Sierra могла предложить удобное сиденье с боковой поддержкой, трехспицевый руль и разнообразные опции. Среди них продвинутая аудиосистема с 6 динамиками и проигрывателем CD. Очень редкая опция для автомобилей тех лет. Sierra очень необычный, но в то же время типичный для Японии тех лет автомобиль. Автопроизводители не боялись экспериментировать с автомобилями для таких узких ниш. Toyota Sierra продержалась на конвейере до 1996 года. Всего было выпущено 15 941 автомобиль. Когда мы говорим Toyota Supra, большинство людей во всем мире представляют себе именно этот автомобиль. Кинозвезда, великолепно подготовленный уже в базовой комплектации автомобиль, сходу выдавал 220 сил. Мало? Тогда Toyota предлагала битурбо-версию этого мотора мощностью до 326 сил в зависимости от рынка сбыта. Великолепный 3-литровый битурбомотор 2JZ GTE остается одним из самых популярных и сегодня. Современные тюнеры снимают с него до 1000 лошадей, но на японском рынке в 1993 году существовал джентльменский договор между производителями не более 280 сил. Была и атмосферная версия этого двигателя мощностью 235 лошадиных сил. К нему прикручивали шестиступенчатую механику или 4-диапазонный гидромеханический автомат. Понятно, что АКПП не воспринимается всерьез в этом кузове и продавался по большей части в Штатах. Это была лебединая песня Toyota Supra. Самый легкий кузов купе, самый мощный и технологичный двигатель, самый яркий дизайн серийной машины, самый динамичный разгон до сотни. 4,6 секунды, быстрее, чем Porsche 911 Carrera. И все же, это не спасло модель от падения продаж. В 1996 году компания прекратила продажи в Великобритании из-за низкого спроса. В 1998 году продажи в США были прекращены, а последняя серийная Toyota Supra была выпущена в 2002 году в Японии. Этот автомобиль часто называют японским Hammer H1. Действительно, сходство Toyota Mega Cruiser с американским внедорожником очевидно. Тем не менее, при разработке своей машины японцы подошли к делу со свойственной им выдумкой и старанием. В октябре 1993 года на 30-м токийском автосалоне Toyota представила крайне необычный для себя автомобиль. Назвался он Toyota Mega Cruiser и позиционировался как многоцелевой внедорожник, способный работать в самых сложных дорожных условиях. Разработку инициировали японские военные, желавшие получить аналогичный американскому HMMWV автомобиль. Впрочем, не следует считать мегакруизер заокеанской копией. Он обладал рядом уникальных способностей. Как и полагается военной технике, Toyota Mega Cruiser имел простую и надежную конструкцию. В основе машины находилась прочная стальная рама, в основании которой располагался двигатель и элементы трансмиссии. Подвеска всех колес независимая, на двойных поперечных рычагах с торсионами в качестве упругих элементов.
Для увеличения дорожного просвета японские инженеры применили бортовые редукторы. Причем тормозные механизмы находились на полуосях, а не в ступицах колес. Таким образом удалось добиться дорожного просвета в 420 мм. Это на 13 мм больше, чем у Хамви с аналогичной конструкцией осей. Также в борьбе со сложным бездорожьем внедорожнику помогала межосевая и межколесные блокировки дифференциалов Торсон и система подкачки шин. Как и зарубежный аналог, мегакруизер обладал внушительными размерами. В машине могли разместиться 6 человек, 2 спереди и 4 сзади. Кроме того, сзади находился грузовой отсек 1355 на 2050 мм, в котором можно было перевозить груз массой до 600 кг или разместить специальное оборудование. Несмотря на то, что колесная база автомобиля составляла почти 3,5 метра, благодаря полноуправляемому шасси 4WS, его радиус разворота составлял всего 5,6 метра. Для сравнения, аналогичный показатель Hammer H1 – 8 метров. Под пластиковым капотом Toyota Mega Cruiser скрывался 4,1-литровый турбодизель на 153 лошадиных силы. Он был позаимствован от автобуса Toyota Costa и отличался повышенной надежностью и неплохой экономичностью. Как и Humvee, Toyota Mega Cruiser изначально был доступен только военным, но вскоре появилась и гражданская модификация BXD-20. Она отличалась полностью цельнометаллическим кузовом, передним оперением и минимальным набором комфортных опций в виде аудиосистемы и кондиционера. Тем не менее, стоимость такой машины была немалая. В 1995 году она составляла 9,62 миллиона йен. Высокий налоговый класс и заоблачная цена не могли обеспечить мегакруизеру большую популярность. Всего было реализовано около 150 автомобилей версии BXD-20 и 3000 машин военной модификации BXD-10. В 1994 году стартовали продажи знаменитого японского кроссовера Toyota RAV4. Более 25 лет – это очень солидный возраст в мире автомобилей, который более чем красноречиво говорит о популярности и востребованности на мировом автомобильном рынке. Чем же покорил RAV4 сердца многих автовладельцев во всем мире? Ведь изначально он не был похож ни на один автомобиль с традиционным кузовом. Сначала RAV4 называли гибридом внедорожника с универсалом, поскольку наименования подобного кузова просто не было. Истоки создания паркетного внедорожника уходят своими корнями в начало 80-х. Корпорация Toyota Motors крепко стояла на ногах и могла позволить себе очень смелые эксперименты в области автомобилестроения, которые были под силу разве что европейскому концерну Audi с его знаменитым полным приводом Quattro. Более подробно об этом мы рассказывали в ролике про компанию Audi. Кто не успел посмотреть, обязательно посмотрите. Первыми предвестниками новой концепции сверхлегких внедорожников стали серийные модели Toyota Sprinter Carib. Первые модели имели классическую внедорожную схему трансмиссии, подключаемый передний привод и раздаточную коробку с демультипликатором. Позднее от такой компоновки отказались, применив постоянный полный привод. В новых моделях Carib двигатель располагался поперек капотного пространства. Компоновка трансмиссии была такова: двигатель, коробка передач, дифференциал переднего моста представляли собой единый силовой агрегат. На задние колеса крутящий момент передавался через угловой редуктор, оснащенный межосевым дифференциалом с возможностью блокировки. Такая схема трансмиссии получила настолько широкое распространение, что в период с 1987 по 1993 годы было произведено множество моделей, имеющих полноприводную трансмиссию. Впервые в истории полноприводные автомобили повышенной проходимости не уступали традиционным дорожникам ни в комфорте, ни в скорости. Популярность внедорожной концепции универсального автомобиля стала будоражить умы многих автоконструкторов с мировым именем. И вот в 1989 году на токийском автосалоне был продемонстрирован широкой публике необычный концепт универсального автомобиля с необычным названием RAV4. Как заявили разработчики, его название в полной мере отражает его предназначение – Recreation Active Vehicle – автомобиль для активного отдыха. Несмотря на свой революционный внешний вид, он все еще напоминал традиционный внедорожник. Даже фары и облицовка радиаторной решетки, включая заднюю запаску, более чем красноречиво говорили о принадлежности к классу автомобилей повышенной проходимости. Но вместе с тем исчезли традиционные балки ведущих мостов и внедорожная рама. Подвеска всех колес стала полностью независимой.
Передача крутящего момента к ведущим колесам, включая задние, осуществлялась шарнирами разных угловых скоростей. Еще одно революционное техническое решение тех лет. Сегодня без преувеличения можно сказать, что появление RAV4 послужило началом эпохи кроссоверов, компактных автомобилей с несущим кузовом, обладающих внедорожными качествами. Новая модель имела много общего с концептом 1989 года. Такие же габариты кузова, молдинги на дверях, большой площадью остекления. Оптика, радиаторная решетка и бамперы определили современный облик кроссовера на многие годы вперед, обеспечив его безошибочное узнавание во всем мире. С экономической стороны RAV4 тоже был очень кстати. Благосостояние жителей стран Северной и Южной Америки, а также Западной Европы, позволяло многим из них обратить внимание на RAV4. Именно этот автомобиль отвечал их требованиям. Мощность и недюжинные внедорожные возможности приводили в восторг представителей молодого поколения. Комфорт, компактность, высокая внедорожная посадка нравились более зрелым покупателям. Идея автомобиля для города и пикника пришлась по душе очень многим. На мировом рынке образовалась новая ниша, которую постепенно стали осваивать другие игроки с мировым именем. Бум популярности кроссоверов в мире продолжается до сих пор. Главными преимуществами RAV4 перед внедорожниками той эпохи были более легкий и аэродинамичный несущий кузов, мощный и сравнительно экономичный двигатель и удобный комфортабельный салон. Четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 2 литра позволял осуществлять разгон не хуже обычных седанов. Крутящий момент от 16-клапанного двигателя передавался на колеса с помощью 5-ступенчатой механической или 4-ступенчатой автоматической трансмиссии. Несмотря на столь солидный возраст модели, Toyota RAV4 всегда и везде оказывается к месту. Появившись однажды, RAV4 останется синонимом скорости, комфорта и надежности на мировом автомобильном рынке. Экология оказала на развитие Toyota большое влияние. Были разработаны планы и программы по защите окружающей среды, а в 1997 году была создана модель Prius, оснащенная гибридным двигателем Toyota Hybrid System. История автомобиля Prius началась в прошлом тысячелетии в далеком 1993 году. Уже тогда сильное загрязнение атмосферы в крупных городах, причиной которому стали автомобили, становилось большой проблемой. Своими выхлопными газами машины с каждым днем усугубляли ситуацию. Была поставлена задача – создать хороший и экологически чистый автомобиль. И сверхзадача – продаваться автомобиль должен во всех странах мира. Машина должна была вобрать в себя самые новые технологии и достижения человечества. Транспортное средство должно быть экономичным и, несмотря на это, достаточно мощным. Проект назывался G21. Toyota всегда была внутри больше, чем снаружи. В конце 1993 года дизайнеры приняли еще одно решение – авто внутри должно быть просторным, иметь много места. И при этом оно должно использовать как можно меньше топлива, так как уже в те годы было ясно, что цены на нефть будут подниматься. Новый автомобиль мог двигаться как на бензине, так и на электрике. Этот фактор существенно подтолкнул идею Toyota Prius вперед, можно сказать, в будущее. Автомобиль стал экологически чистым, и объем выброса вредных веществ в воздух существенно уменьшился. После долгой кропотливой работы инженеры смогли создать столь удачный автомобиль. В 1999 году был представлен Land Cruiser 100. Специально для этой модели были разработаны новые бензиновые и дизельные моторы, которые отличались прекрасной экономичностью. Подвеска передних колес стала независимой, а рулевое управление – речным. В итоге водитель крупного внедорожника за рулем чувствовал себя как в обычной легковушке. В салоне появился раздельный климат-контроль для передних и задних сидений, мультимедиа-системы и прочие элементы, отличающие роскошный автомобиль от обычного. Удивительно, но благодаря уникальным потребительским свойствам и отменной надежности, многие из автомобилей еще довольно часто встречаются на дорогах всего мира, в том числе и в России. Более того, на вторичном рынке они ценятся очень высоко. Шутка ли, за 15-20-летний Land Cruiser в отличном состоянии порой просят больше, чем за новый кроссовер без пробега. Седан Toyota Camry 5-го поколения, хорошо известный и в России, выпускался с 2001 до 2006 года только с кузовом седан. У нас продавались машины с двигателями 2.4, 152 лошадиных силы и V6 3.0, 186 лошадиных сил. В паре с менее мощным мотором 4-ступенчатый автомат был опцией, а во втором случае входил в стандартную комплектацию.
На других рынках, например, на американском, также предлагалась версия с 3,3-литровым силовым агрегатом. А в Японии Toyota Camry продавалась только с 2,4-литровым двигателем и автоматом, но зато могла иметь полный привод. Продажи этой модели в Западной Европе были прекращены в 2004 году. Шестое поколение Toyota Camry выпускалось с января 2006 года по 2011 год. В странах СНГ Camry 40 можно без преувеличения назвать легендарным автомобилем. Их очень много в каждом городе, и несмотря на уже почтенный возраст, Camry 40 остается желанной для многих автолюбителей. Почему Toyota Camry XV40 до сих пор популярна и пользуется спросом? Ответ очевиден. Она невероятно надежна. Даже проехав сотни тысяч километров, при минимальном внимании со стороны владельца, она готова ездить еще и еще. Также несомненным плюсом являются размеры Camry 40. Это большой седан, который хорошо подойдет для небольшой семьи. К особенностям Camry 2006 года можно отнести вместительный багажник, достаточную оснащенность и, что немаловажно для нашего автолюбителя, солидность. Хронических проблем у этого автомобиля не так много, и их решение не потребует от владельца сороковки больших финансовых затрат. Toyota Camry XV40 – отличный седан, который полюбился автолюбителям всего мира. Особенной популярностью он пользуется в странах СНГ, где важнейшим достоинством авто является надежность. Если вы собираетесь приобрести Camry 2008, внимательно отнеситесь к его подбору. Слава неубиваемого провоцирует многих владельцев к халатному отношению к машине. Появившийся в 2007 году новый флагман семейства Land Cruiser сразу поднял планку сочетания надежности, проходимости и комфорта на недосягаемую для конкурентов высоту. Land Cruiser 200 – это уникальный пример победы технологических достижений человечества над бушующей стихией природы. Пускай снаружи ливень или снег, а под колесами жамкает грязевая колея или ворчат камни, из-за руля все это воспринимается просто интересным фильмом в лобовом стекле. Land Cruiser 200 непоколебим и стабилен в любых условиях. С обновлением 2015 года автомобиль получил новый дизайн передней части и множество различных электронных помощников водителя. Машина оснащается надежными и бензиновыми, и дизельными агрегатами. Дизель V8 выдает 249 лошадиных сил и снабжает автомобиль не только отменными динамическими характеристиками, но и завидной экономичностью. В сочетании с полноприводной трансмиссией его возможности становятся просто безграничными. Внедорожники Toyota Land Cruiser за все время производства разошлись по миру более чем 10-миллионным тиражом. Столь любимые российскими покупателями Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado и сейчас остаются эталонами в своих классах. На них пытаются равняться конкуренты, но и в компании Toyota не собираются останавливаться на достигнутом. Вышла новая модель Land Cruiser 300. Много алюминия, обновленные тормоза, брутальная внешность – все это 300-ка 2021 года. Новый Land Cruiser 300 обзавелся другим лицом, но сохранил дух предшественников. Он пытается быть похожим на крупноразмерный внедорожник, сохранил раму для любителей бездорожья, но при этом управляется как легкий кроссовер. На официальной презентации Land Cruiser 300 обозвали вседорожником. Что ж, время покажет, насколько он соответствует этому званию. Но не стоит сомневаться, 300-ка снова превознесет имя Land Cruiser на недосягаемую высоту абсолютного превосходства. И история этих автомобилей получит уникальное продолжение. На сегодняшний день Toyota – один из крупнейших мировых производителей автомобилей. Безусловно, она также является крупнейшим японским автопроизводителем, выпускающим более 5,5 миллионов машин в год, что примерно равно одной машине каждые 6 секунд. Но главное в том, что компания по-прежнему верна принципу кайдзен и продолжает совершенствоваться. В группе Toyota множество компаний, как автомобильных, так и занимающихся многими различными областями. В 2002 году Toyota вступила в новую сферу, приняв участие в автогонках Формулы-1. Сегодня она намерена покорить новую для себя отрасль – робототехнику. Сегодня главной разработкой Toyota в области робототехники являются так называемые роботы-партнеры. Роботы-партнеры родились в ходе сотрудничества Toyota с рядом других компаний и технологическим университетом Токио. В рамках данного проекта уже представлено порядка 10 роботов. С 1 апреля 2002 года ООО Toyota Motor начало свое функционирование на территории России. Эта компания является стратегической базой компании Toyota, которая играет ключевую роль в развитии бизнеса по продаже автомобилей и запасных частей Toyota и Lexus в России.
Для компании Toyota Россия является одним из наиболее приоритетных рынков. Российский автомобильный рынок абсолютно уникален. Для России в компании Toyota была разработана собственная маркетинговая стратегия, основанная на глубоком изучении всех особенностей рынка. За все время существования и производственной деятельности компания Toyota создала более 200 своих моделей. Сегодня Toyota – одна из крупных компаний-производителей машин, выпускающая по подсчетам специалистов новый автомобиль каждые несколько секунд. Автомобили Toyota уже долгое время обладают огромной популярностью среди потребителей всего мира. Каждая компания-производитель автомобилей ставит перед собой цель. У некоторых это высокая прибыль, у других низкие цены, а у компании Toyota – качество. Японский автопром стал одним из лучших в мире не сам по себе. Планомерная и продуманная работа инженеров, маркетологов и правительства сделала Японию мощнейшей автомобильной державой на долгие годы. А для тех, кто досмотрел это видео до конца, мы решили подготовить розыгрыш. Майки, футболки, кепки, худи и костюмы с логотипом нашего канала. Условия для участия в розыгрыше очень простые. Поставить лайк под этим видео, подписаться на наш канал, если вы еще не подписаны, и написать любой комментарий. Победить может как оригинальный развернутый комментарий с чувством юмора, так и краткий комментарий в пару слов. А самое главное, что нет ограничения на количество написанных комментариев одним человеком. Вы можете написать 5 или 10 комментариев. Больше комментариев, больше шансов на победу. Как только это видео наберет 20 тысяч лайков, мы выберем 5 комментариев, авторы которых получат любую худи, футболку, кепку или костюм на свой выбор. Удачи! Ну и на этом все. Историю какой марки вы бы хотели увидеть в следующем видео? Пишите в комментариях. Делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео.